Всех приветствую. Знакомый принес блок управления автоматической коробкой. Маркировочка стертая. Mazda. Буковка вот P здесь какая-то была. Маркировки основной не видно. Ну, по всей видимости, маркировка где-то вот такая вот была. Это я уже в интернете там порыл. У них отличие от этой последней буквы. Есть C, есть E. Возможно, такая маркировка. Но это не важно. Главное, что вот в этих блоках у них постоянно какая-то проблема. Причем порыл в интернете, все говорят, отремонтируем, давайте деньги. Но нигде нет видео, что человек вот взял, сам отремонтировал, показал, выставил. Такого нет нигде. Вот человек принес, я с этой стороны залито силиконом. Вот таким вот. Все тут отковырял. Под микроскопом просмотрел, ну вроде как микротрещины вокруг пайки разъема. Пропаял, дальше разбирать не стал, отдал знакомому, он увез, звонит, говорит, все отлично, помогло, все работает. Проходит 5 дней, говорит, оп, опять все повторилось, та же история, коробка уходит в аварию, пишет, что не видит данного блока. Ну что, говорю, вези опять. Привез он мне его. Привез он мне его во второй раз. Уже решил я его вскрыть полностью. Разбирается довольно-таки туго, сложно, потому что весь залитый. Подковыривал вот с этой стороны отверткой и снимал. Кое-как снял, оторвал вот этот конденсатор. В процессе съемки он у меня тут остался. То я его уже восстановил, припаял. Здесь тоже вот силиконом все залито, за счет этого оно охлаждается. То есть они не стали заморачиваться с термопрокладочками, просто все залили, ну и заодно и влага не попадает. В общем, вот так вот это все. Сейчас это все надо будет убирать, заливать силикону, все туда вставлять, сверху засиликонивать. Но это уже после очередной проверки будет происходить. С этой стороны обнаружил оторванные ножки от у процессора. Ну, возможно, это я их даже оторвал сам. Когда плату доставал, она у меня вот здесь вот немножко прогнулась. Скорее всего, из-за этого ножки от платы отпаялись. Просмотрел все опять же под микроскопом. Нигде никаких больше отпаянных деталей, трещин, там еще чего-то не нашел. При повторном просмотре вот этой стороны обнаружил отпаянную вот эту ножку вот этой микросхемы. Вот ее взял, всю пропаял. Пропаял вот рядом стоящую микросхему на всякий случай. Весь процессор по кругу пропаял. Вот эти две микросхемы тоже пропаял по кругу. Транзистор вот этот еще пропаял. Ну, все остальное на 3 раза осмотрел под микроскопом. Нигде нет трещин, не отвалено ничего. Все вроде нормально. Причем проблема, если бы сгорела бы какая-нибудь деталь, то есть включал бы блок, и он бы вообще бы не работал. А тут получается, он то работает, то может перестать работать, то опять заработает. Может, вот как он 5 дней ездил, работало. Может, на холодную сразу включает зажигание, ошибка выдает. Может, на холодную включиться и работать, при нагреве потом выскочить. Такая вот плавающая неисправность. Похоже, что вот как что-то где-то отпаялось. Ну вот, была отпаяна вот эта нога, как я уже говорю. Также вот это все пропаяно, вот это все пропаяно. Ну, в общем, сейчас отдаю на тестирование. Человеку пусть тестирует. После того, как протестирует, надо будет это все заливать. Пока временно все так вставлю. Здесь вот силикон сохранился, где детали должны охлаждаться. Детали, которые должны охлаждаться, силикончик остался, охлаждаться будут. Но уже если проработает там неделю, можно будет все это нормально уже собрать. Пока подсоберу так. Естественно, после пайки все отмыл. Силикон вот это вот тяжело снимается. Некоторые места нормально снялись, некоторые вот не хотят сниматься.
Поэтому, когда просматривал под микроскопом, отодвигал силикон от ножек, просматривал, и вроде больше ничего не обнаружил. Отдаю, пускай тестируют. Посмотрим, что будет. После ремонта блока товарищ поэксплуатировал данный автомобиль в течение 2 недель. Все замечательно, все работает. После этого приобрел специальный силиконовый состав и залил им всю плату с обоих сторон. Сейчас уже прошло месяца 3, наверное. Все отлично работает. У кого такая проблема возникнет, разбирайте, все пропаивайте, смотрите под микроскопом, где что есть, пропаивайте, и ваш блок будет работать. На этом видео завершено. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.